Мужа попросила перенести. Вот здесь у меня стоит еще один пакет неиспользованной земли. Мой муж занимался силовыми видами спорта в юности, потом был судьей на футболе, активно занимался спортом, но бизнес такой сидячий, поэтому набрал вес, но несмотря на это, все равно еще очень сильный мужчина. Thank you very much! Ну что, сегодня у нас проект по пересадке вот этих туй. Туя смарагд. Вчера купили пластиковые большие горшки, сделали там дырки. Я их сюда поставила, потому что у нас вот здесь очень открытое пространство. И мне, честно говоря, не очень нравится, когда очень много людей здесь гуляет по дороге. И мы сидим как на ладони. Поэтому я сюда поставила эти две туи. Они немножко блокируют вид. И вот сегодня пересадка. Так что начинаем. Красные лава-рок – это у нас камни лавы на дно, чтобы горшки были потяжелее, потому что осенью и ранней весной у нас бывают очень сильные ветра. И вот в этих вот горшках, в которых они стояли раньше, их просто сдувало, они падали. Поэтому на дно камни. Плюс это будет дренажом. Так, теперь в качестве большого дренажа я использую мульчу. Земля, земля. Мое любимое занятие – копаться в земле. Кто бы знал, что я такая христианка. А мне нравится. Мне очень нравятся простые вещи, которые раньше, когда я была ребенком, конечно, я не ценила. Например, мне всегда не нравилось, что мы все лето проводим в деревне. Как же мне это не нравилось. Но мне больше не нравилось не из-за того, что там было как-то плохо или что-то такое. Нет, у меня друзей там не было. Я все лето проводила со своим братом, так скажем, ну и с родным братом, и второй брат у меня был там троюродный. В одной деревне, в другой деревне такая же была ситуация. И у меня не было подружек. Вот, я, честно говоря, в детстве очень сильно от этого страдала. И мне вот, ну, как сказать, весело было, хорошо, интересно, но все-таки мне так не хватало моих подружек. И именно, знаете, когда девочки, они в свои игры играют, мальчишки играют в свои игры. И я была такой, в деревне такой, вынуждена была быть такой пацанкой. Потому что бегала с мальчишками, вот, с двумя братьями. Брат мой родной, он старше на год. А троюродные, точнее, братья, они были младше. Один был мой ровесник, а второй был на год меня моложе. Но они были местные,
И мы вот такой компанией втроем везде бегали по деревне, пакостили, делали всякие гадости, изучали там, ну, как сказать, исследовали. Не сказать, что прямо вот вредили там специально, нет. Иногда назло что-то делали, иногда ради прикола. Ну, в общем, идеи в основном были моего брата, поскольку он был старше нас, более опытный. Ну, а мы с ним вот так. И мальчишки, знаете, в куклы же не играют. Рыбалка, что еще? Пойти на ферму, свиноферму, покататься на поросятах. Я никогда не каталась, но я, естественно, с ними ходила. А они катались. И купаться. В речке купаться по 100 раз на день. Один раз я посчитала, мы за день, было очень жарко, и мы за день бегали купаться 11 раз. Причем залезаем в речку, ну такая летняя прохладная вода, пока не замерзнем, пока губы синие не станут. Замерзнем, все, вылезаем, греться куда-нибудь на крышу. Нагреемся. Что еще делать? В сад пойдем, в сад, посмотрим, что там созрело. Клубника, ягоды какие-то другие. Так что у нас там все практически росло. Малина, клубника, черешня у нас не росла. Груши, яблоки, сливы, вишни, крыжовник, смородина. Что еще? Вот. Иногда собирались, но это уже с родителями мы ходили на луг. На лугу мы ловили рыбу. И на лугу рыбачили же, ходили за калиной и за лесными орехами. Ну и за грибами, поскольку на луг надо было туда идти далеко. Луга у нас такие были в деревне. Вот. Я не знаю, час, наверное, надо было до них только идти. И идти надо было по лесу или вдоль леса. Естественно, собирали грибы. С грибами довольно часто ходили тоже. Утром бабушка нас будила. Часа в 4-5 до рассвета мы одевались и выходили, вот-вот начинался рассвет. Так, теперь, поскольку эта земля не очень такая хорошая, я уже говорила, это просто измельченная древесина дерева. Ой, что-то запыхалась. Мы купили землю, которую сделали черви. И я добавлю эту землю и перемешаю, она будет еще лучше. Она такая, знаете, вот эта земля, если вы когда-нибудь в своей жизни видели чернозем, ну вот это вот он. И я думаю, что здесь, ну, черви же откладывают яйца свои, да. Я думаю, потом, сейчас пока их не видно, крупных червей всегда убирают из такой земли, когда продают перед продажей. Но потом здесь будет много червяков. А они хороши, очень хорошо для земли, они перерабатывают землю, обогащают ее. Так что такая вот красота. Половину пакета сюда, половину сюда. Так, теперь перемешаю. У нас пока конец июля, очень хорошая погода. По градусам это где-то, ну, 27 градусов днем. Утром, вечером немножко, конечно, температура опускается, около там 22-21 градуса. Комфортная погода, вы себе даже не представляете, насколько комфортная здесь погода. И даже днем, вот сейчас я сижу, тепло, ни духоты, ни жары вот такой вот нет. Настолько комфортная погода, это просто. Я вот за это обожаю Калифорнию. И сегодня ветер, думаю, что вам слышно этот ветер. Мой новый микрофончик. Купила новые микрофоны. Так что надеюсь, что со звуком теперь не будет таких больших проблем. Так, все перемешали. Сажаем деревья.
Так, он у меня немножко кривовато сидел от ветра. Я его хочу поровнее посадить, поровнее, так, чтобы он ровненько стоял. Ну и везде теперь остается добавить землю. Ой. И все. А, я забыла одну вещь. Забыла я одну вещь. Ух, я ж забыла положить перлит. Так что сейчас будем добавлять по углам хотя бы. Для сохранения влаги. Ничего, неплохо, еще не поздно. Так. Спрессованная земля. Ой, вот такая красота. Второй уже я сделаю, вам покажу только результат. Поливаем, поливаем. Вода у нас вот здесь находится. Всегда, когда открываю, смотрю внимательно, чтобы пауков не было. Однажды я здесь обнаружила черную вдову. Немножко здесь земля просыпалась, но поскольку, как я уже сказала, это просто труха, придут наши ребята, которые ухаживают за нашими, газонами, и передний двор, задний двор и так далее. Они продуют это все и будет чистенько. Я даже не буду тратить на это время. И мне нравится вот эта вот герань, плющелистная, что ли, ее называют. В общем, это не обычная герань, а такая ампельная герань, и у нее очень жесткие такие листочки. Мне герань вообще нравится, потому что герань очень засухоустойчивое растение оказалось. Ну вот на сейчас хватит, и вечером еще один разочек полью. Сейчас пока вот эта вся влага. Ой. Ветер, видите, какой сильный ветер? Надо посильнее, потуже сделать шапку, чтобы не слетала. Смотрю, там олень ходит, девочка, косуля. Мы называем их дир. Это косули на самом деле. Одна ходит. Обычно они такими семьями. Я вчера получила очередную посылку. Так что хочу вам показать. Летние вещи заказала. И первый раз так необычно в банках, вот таких пластиковых банках, одежда пришла. Как интересно. Давайте посмотрим, и я обязательно сделаю примерку. Так. Кирпичного цвета штанишки. 100% хлопок. Размер L. Так. Одежда сюда. Упаковка туда. Понравился цвет, честно говоря. Очень понравился цвет. Такой небесно-голубой. С цветами. Платьишко. Длинное платье. Это такой бохо-стайл. Но материал мне не очень нравится. 100% хлопок. Я бы даже сказала, что это у нас сатин, что ли. Этот материал называют. Он такой на ощупь слегка шелковистый. Но это хлопок. Посмотрим. Для дома. Даже если я никуда в нем не буду ходить, здесь, знаете, иногда дома под настроение надеть хочется. Затем вот такое платье. Цвет, называют его navy. Такой приглушенный темно-синий. Тоже стиль бохо. Так, а состав платья, по-моему, тоже это хлопок. Но вот этот мне качество больше нравится, потому что после стирки вот это платье. Так, что здесь? Нет, это полиэстер.
но такой приятный, как будто хлопок. И он такой, рисунок немножко рифленый, поэтому я думаю, что после стирки будет самое то. Вот в этом платье уже можно и в ресторан, и в люди, и так далее. Дальше. Еще одна баночка. Тоже штанишки, только серого цвета. Ну, нормально такие универсальные. Размер L. Я вот такие штаны, они до середины вам щиколотки, не знаю, карго они называются или как. Они удобные. Дома в них ходить, в город я могу в них поехать. В наш город, в нашу деревню, я имею в виду. И еще такие вот цветные взяла. Такие же тоже. Так, карманы здесь везде есть карманы. Вот это очень удобно. Телефон положил. Так. Что еще? И еще одно платье. У меня таких платьев боха раньше не было. И тут я одно платье заказала, мне понравилось. Знаете, уже когда вам за 50, уже иногда можно надеть что-то такое по фигуре, но чаще всего уже хочется расслабиться, знаете, где-то там жирок выпирает, где-то животик выпирает, все это надо спрятать. Ну, такое вот тоже летнее платье. Боха стайл. Я думаю, что в этом платье тоже оно более нарядное, можно и в ресторан пойти, и так далее. Сделаем примерку.